Представьтесь, пожалуйста. Гергадий Анатолий Анзорьевич, Академия сельскохозяйственных наук Грузии, заместитель президента, координатор научных отделов. Спасибо большое. Мы сегодня участвуем в региональных экспертных консультациях в регионе Центральной Азии и Южного Кавказа по роли ИКТ в исследовании и консультативных услуг. В этой связи я бы хотел узнать в вашем контексте, в контексте вашей страны, Грузии, какие есть возможности для использования информационно-коммуникационных технологий в сельском хозяйстве. Ну, возможности в Грузии, конечно, есть, но это направление пока у нас не развито. Ну, какие-то первые шаги, по-моему, есть, существуют какие-то базы, но это, я думаю, недостаточно, и его надо развивать в будущем. Это обязательно, наверное, для нашей страны. Почему, в вашем видении, почему актуальна комплексная стратегия по использованию ИКТ в сельском хозяйстве? Комплексная стратегия актуальна, потому что при помощи этой стратегии потом будет развиваться электронное сельское хозяйство, наверное. И в первую очередь надо, наверное, создавать стратегию и по стратегии потом действовать. И надо об этом, наверное, чтобы заботились наше правительство, наверное, Министерство сельского хозяйства и соответствующие там организации правительства. Какие вы можете назвать проблемы, также возможности и рекомендации для максимального использования преимуществ информационно-коммуникационных технологий? Ну, проблемы, наверное, это в первую очередь отсутствие данных, первых баз, наверное. Проблема еще в том, что это же делается для фермеров. Наверное, в первую очередь будет какое-то недоверие, как всегда бывает, что-то новое, какое-то недоверие всегда вызывает у фермеров. Надо будет, наверное, соответствующие консультации проводить, информацию давать. Проблемы, наверное, будет еще с финансированием, наверное, да, выделить для этого все финансы, и понадобится, наверное, немало финансов для того, чтобы все это сделать, создать эту систему. Какие вы дадите, какие еще есть возможности, есть ли еще использование? Я так понял вопрос, что даст нам создание этой системы. Да? Во-первых, я думаю, что создание такой электронной системы обеспечит нам достоверную статистику сельского хозяйства. Достоверную статистику, что у нас есть в сельском хозяйстве, по животноводству, по растениеводству, по переработке сельскохозяйственной продукции. Он поможет нам, а также исключить фальсификацию, как-то повысить более, я думаю, безвредность сельскохозяйственных продуктов, потому что когда будет электронная база, которая защищается, трудно будет потом фальсифицировать какие-то документы там и так далее. Я думаю, это очень важно и очень хорошее дело это. Можете поделиться своими впечатлениями от консультации? Можно сказать, что вчерашние, позавчерашние, сегодняшние консультации были очень объемные. Я получил очень большой объем информации. И сам формат проведения консультаций очень, так сказать, удобный. Там перерывы, там кофе-брейк, остановки, там потом разделение слушателей на группах, работать в группах. Это очень важно и очень плодотворно. Мы потом сделали свод-анализ. Это тоже как-то другой стиль. Вы же знаете, я вам сказал, что я работаю в Академии сельскохозяйственных наук, и обычно научные конференции совсем по другому формату проходят. Так что эти консультации очень такие плодотворные получились. Я получил очень объемную, хорошую информацию, которую принесу у себя в стране и буду распространять.
А вот вы знаете, вот на мероприятиях, похожих на сегодняшний, очень важно, когда консультации или, вот, допустим, конференции или семинары, когда заканчиваются, очень важна работа, которая происходит после. То есть сама идея проведения таких мероприятий — это то, что на мероприятиях дают нам пищу, дают нам информацию, и после мероприятия, как мы будем использовать эту информацию, очень важно, последующие действия. Поэтому вот я вот хотел спросить на примере Грузии, вот вы, когда поедете домой, какие будут ваши последующие действия? Я уже решил, что я приеду, и обязательно после тех материалов, которые вы мне передадите, мы, наверное, получим все презентации там из других стран тоже. Я сделаю отдельную большую презентацию и буду представлять на Академическом совете Академии сельскохозяйственных наук Грузии. И мы, наверное, постараемся пригласить там из Министерства сельского хозяйства представителей, и чтобы они получили эту информацию, что я здесь от вас буду брать. И эта презентация я постараюсь сделать по всем тем направлениям, о которых мы сегодня здесь говорили. И главное, наверное, в этой презентации акцент я буду сделать, что Грузия должна создать стратегию развития электронного сельского хозяйства. Спасибо большое вам за интервью. Очень спасибо. Приятно было с вами. Еще раз вам спасибо за приглашение. Пожалуйста, представьтесь. Мухамеджанов Нурлан, Казахстан, компания Казагромаркетинг, зампредседателя правления. Вот. Занимаемся маркетингом в Казахстане. Все, что связано с информационно-консультационным обеспечением в сельском хозяйстве. Параллельно оказываем операторские услуги, другие услуги, IT-услуги, то есть комплекс мероприятий, но основное, базовое, это как раз таки информационно-консультационное обеспечение. Понятно. Ладно, не могли бы рассказать с вашей точки зрения о возможностях для использования ИКТ в сельском хозяйстве в вашей стране? Конечно. В принципе, могу сказать не о возможностях, а о фактах, как это было. Ну, в смысле, история длинная, конечно, но в Казахстане вот работа по консультационному сопровождению сельского хозяйства, бизнесменов ведется давно. Это начиналось там еще с проекта ТАСИС, там, да, продолжалось совместно с работами со Всемирным банком. Потом вот эта наша компания была создана в 2003 году. Это большой как бы, там был комплекс мероприятий. Были там проведены масса всевозможных мероприятий, оказывались бесплатные услуги всем товаропроизводителям, оказывались адресные услуги, печатались периодические издания, газеты, брошюры, семинары. То есть это был такой большой объем работ, который, конечно, был систематизирован, все было систематизировано, я просто в общем перечисляю, а так это была систематизированная работа, которая была выстроена государством. Наша компания была 100% государственной компанией, с участием государства, компания была создана. Вот, и были как бы, да, вот эти работы проведены. Ну, понятно, само сельское хозяйство, оно как бы такое, как сказать, оно менее быстро восприимчиво к современным технологиям. Оно все-таки как бы, да, работа с землей, работа по старинке. То есть как бы, да, это такая отрасль, которая вот менее поворотлива, так сказать, на тот период была. И вот период, когда мы занимались как бы, этим развитием маркетинговых услуг, информационных, консультационных, конечно, было диковинку для фермеров наши предложения. Где-то наши предложения опережали, наше видение опережало текущую ситуацию. Поэтому, но в любом случае работа, нельзя сказать, что была там не получилась, но она имела как бы, да, определенные плоды. Вот, все те люди, которые на тот период с нами взаимодействовали, они получили знания, они получили информацию, они были, как минимум, они были приучены к получению информации. Они начали понимать, что консультации, информация, владение — это какое-то большое дело, большой багаж. Поэтому мы, как Казагромаркетинг, я думаю, выполняли миссию свою по как раз вот развитию этих отношений, когда фермеры, крестьяне должны были привыкать
консультациям. Что такое консультация? Должны были понять, какая консультация, в какой период. То есть вот само взаимоотношение консультант-фермер, когда нам после постсоветского как бы, да, вот этого развития, вернее, в постсоветское развитие, когда во время Советского Союза все связи тех прошлых фермеров, так можно сказать, да, которые совхозов, колхозов, были упорядочены. Было производство, была упорядочена логистика, был госзаказ, был закуп через заготовителей, были соответствующие плодовочные, например, базы соответствующие, да, были магазины. То есть вот эта вся цепочка была, она была зарегулирована государством. То есть ни у какого производителя никогда не болела голова, он не переживал, куда продать продукцию. Он знал, что он должен вырастить, приедут там какие-то заготовители определенные, отправят. Заготовитель знал, на какую базу вести или на какое перерабатывающее предприятие. Перерабатывающее предприятие или эта база знала, в какой магазин это повезет. То есть все это было отрегулировано, зарегулировано. То есть вот этот процесс был четкий. Когда эти связи все распались, все стало частным, магазины частные, производитель частник, то есть все остались как бы, да, сами себе представлены. Поэтому вот этот, как бы, да, вот эти процессы в Казахстане, когда вот мы пытались выравнивать, ну, как бы в силу своих возможностей, я думаю, в принципе, мы свою лепту внесли. Вот этот, я думаю, было положено начало информационно-консультационному обеспечению в Казахстане. И сейчас, в принципе, да, эти вещи, эти мероприятия, эти услуги представляются уже не государственной компанией. То есть это частный сектор, развились частные компании консультационные, создаются при бизнесе консультационные центры. То есть это уже такой саморегулируемый рынок получился. То есть государство зашло сюда, на этот рынок, когда надо было в самом начале, потратило деньги, настроило, научило, показало, грубо говоря, оттолкнуло, дала движение инерционное и отошло. То есть сейчас этот рынок, у нас эта часть, она больше и больше уходит на саморегулирование, на самоокупаемость, потому что бизнес сам начинает понимать, что это выгодно. Изначально государство сыграло обязательно. И в настоящее время система вышла на новый уровень. Да. Спасибо. Вы сегодня сейчас только что сказали, что очень важен для нас обмен знаниями, опытом, успешными, неудачными примерами между странами. Отчасти вот эти наши региональные консультанты, консультации направлены на решение, на достижение этих задач. Кроме этого, хотелось бы, чтобы вы вообще впечатлили ваше общее впечатление о наших региональных консультациях. Ну, я вот в ваших как бы таких региональных консультациях первый раз участвую. Ранее мои коллеги участвовали. В принципе, я доволен, все правильно, как бы, да, вот то, что сейчас, вот, как, ну, грубо говоря, из моего предложения, чтобы ФАО выполняла какую координирующую роль, такую, да, для всех, вот как будто начало этого, то есть сейчас мы встретились, хотелось бы, чтобы вот такие встречи, они имели продолжение, но не в таком формате, уже мы следующие встречи другие, то есть там задача другая. Сейчас мы знакомимся, я сейчас слышу, там, что в Грузии там есть какие-то хорошие решения, Таджикистан какие-то хорошие решения делает, у нас какой-то есть опыт. Вот это надо, мы должны, по идее, надо, ну, нам один раз это поделиться опытом, и мы будем друг друга, я буду, чтобы при следующем приезде я знал, какие вещи, какие ошибки или победы есть у моих коллег. То есть это должна быть системная работа, не только на семинарах, а постоянно. То есть это обмен, да, еще раз говорю, мы хотим кого-то консультировать, мы консультанты между собой не общаемся. Вот это, ну, в смысле, общаемся не совсем своевременно и нерегулярно. Вот это вот хотелось, чтобы все хорошо, все замечательно, разговариваем, слушаем, интересно. Большое спасибо за интервью и большое спасибо за ваше участие. Спасибо. Здравствуйте, я Карим Шаховда, являюсь начальником отдела Министерства сельского хозяйства Республики Узбекистан по привлечению иностранных инвестиций в мониторинге проекта. Здравствуйте, меня зовут Руслан, фамилия Айтбаев. Представляю Узбекистан, Минский вопрос, начальник отдела информационно-коммуникационных технологий. Мы сегодня участвуем в региональных консультациях по региону Центральной Азии и Южного Кавказа о роли информационно-коммуникационных технологий в исследовании сельскохозяйственном и
сельскохозяйственных услуг. Поэтому я бы хотел вас спросить, какие есть возможности для использования ИКТ в сельском хозяйстве в вашей стране, в Узбекистане? Да, конечно, электронное сельское хозяйство это является актуальным вопросом. Скажет он почему? В настоящее время в Узбекистане развиты информационно-коммуникационные технологии. И у нас развиваются все телекоммуникационные, телевизионные и другие организации, которые улучшают жизнь населения. И в этой связи хотелось бы, чтобы наши фермерские, дихканские хозяйства или другие организации, которые занимаются сельским хозяйством, могли получить доступ к знаниям, информации и другим необходимым каким-то материалам вот именно через информационно-коммуникационные технологии. И электронное сельское хозяйство послужит как бы мостом по передаче знаний, обмену информацией и для анализа существующего состояния сельского хозяйства вот именно в нашей республике. Господин Алибаев, можете называть? Я буду коротко, да, об этом. ИКТ в сельском хозяйстве, сейчас участвуем в семинаре, да. В первую очередь обмен опытом, да. Вот наши коллеги сейчас из Туркменистана, Таджикистана, Кыргызстана. Обмен опытом, повышение опыта, создание системы, да, удобной системы, как фермерам, там, бизнесменам, разрабатывать. И реконструкция системы, имеющую систему надо реконструкция системы. И мониторинг сельского хозяйства. Мониторинг это самая лучшая вещь, экономика, время, средств, все экономит. В данном мероприятии мы очень много говорили о применении электронного сельского хозяйства и вообще сферу ИКТ. И чтобы это воплотить в жизнь, мы рассматриваем очень много разных стратегий по воплощению. Поэтому я хотел лично у вас спросить на примере Узбекистана. Как вы считаете, почему актуальна комплексная стратегия ИКТ в сельском хозяйстве? Как это может повлиять на успешность ИКТ? В нашей республике сделано немало. Вот именно в отрасли информационно-коммуникационных технологий. И эти все работы законодательно прикреплены. Есть закон об информации, о предоставлении услуг и другие сопутствующие постановления, решения правительства. Это является актуальным вопросом, потому что взаимосвязь фермерских, дихканских хозяйств, которые занимаются сельским хозяйством, и именно вот госучреждения, которые ведут надзор, может, дают рекомендации или еще какие-то услуги, которые предоставляются со стороны государства, это должно быть автоматизировано. Да, сделано очень много, но могу сказать, что идеальной системы не бывает. Вот поэтому мы должны работать над этим и как-то идеализировать и именно найти свой национальный путь, национальную модель вот, для развития информационных коммуникационных технологий именно в сельском хозяйстве. Потому что сделано очень много. Вот у нас есть единое окно, электронное правительство. Каждое министерство имеет свой сайт, портал. И внутри каждого учреждения, госучреждения, существует точно так же. Существует интерактивный метод по использованию ИКТ. И в этой связи наша национальная стратегия уже, как бы сказать, уже разработана. И мы должны обеспечить
полное и полноценное функционирование данной системы и приспособление данных информационных коммуникационных технологий именно на нашу область. Например, как это можем мы себе представить? Это создание каких-то приложений, которые будут облегчать жизнь деревенским, фермерским или участникам вот именно сельского хозяйства. В этой связи мы еще раз должны рассмотреть по итогам данной конференции, предоставить свои рекомендации и, исходя с этого, может вот из других опытов других стран взять самые подходящие, которые могли бы использовать вот именно в нашей стране. А какие есть проблемы и на основе этих проблем как можно их решить и предоставить вот возможности и рекомендации для максимального использования преимуществ ИКТ в сельском хозяйстве и сельских консультативных услуг? В Узбекистане ИКТ очень развивает. В данный момент мы должны фермерам разработать приложение, мобильное приложение. Вот это сейчас мало. Ну, есть приложение, есть у нас еще есть много. И порталы у нас есть, oficial.co.uz, агропортал. Я думаю, сейчас у всех фермеров есть мобильный телефон, смартфон. Да? Самый лучший вариант, это, я думаю, что это разрабатывать мобильные приложения, да, информационные приложения. Я еще хотел бы добавить, развитие информационных коммуникационных технологий не стоит на месте. Каждый день создаются новые, например, телефоны, обслуживающие какие-то персональные оборудования. Может, они даже ежедневно обновляются, и они как-то каждый день создается что-нибудь новое. Нам, если так взять, надо угнаться за высокими технологиями. Вот, чтобы это обеспечить, мы должны создать такую программу, которая могла бы интегрировать все вот, программное обеспечение, может еще какие-то оборудования вот, именно в этой отрасли. В этой связи я думаю, что я не сказал бы, что это проблема, но мы должны вот это решать в краткие сроки для качественного предоставления своих услуг. Ну и мы бы хотели узнать ваши впечатления от консультации. Что вы думаете? Да, консультации прошли на высоком уровне. Надо отдать должное. Вот, представители ФАО, Икардо, Какари. И я хотел бы поблагодарить вот, Министерство сельского хозяйства Республики Кыргызстан, потому что они как бы являются организаторами данных консультаций. И все вот, среднеазиатские и кавказские республики взяли для себя очень много. Они уходят в знания. Они услышали свои достижения в той или иной республике, над чем можно было бы поработать и улучшить качество предоставляемых услуг. И кроме того, у нас у всех одна цель. Цель улучшить благосостояние фермерских и деревенских хозяйств, а также улучшить предоставляемых услуг со стороны государства, которое поддерживает
наше фермерское деревенское хозяйство. И самое главное, что вот взаимосвязь, начиная по вертикали снизу до верху, чтобы они могли очень в краткие сроки вот улучшить свои предоставляемые услуги или получение каких-то ответов, ожидаемых ответов, и они могли использовать это на своей практике для улучшения и увеличения качества и объема производимых сельхозкультур. Я благодарен организаторам Фрау Рикардо. Данный семинар сейчас очень высокий уровень. Начинали, все это было хорошо. Для нас это большой опыт, обмен опытом. Да? Впечатление очень хорошее. И напоследок мы бы хотели узнать, какие у вас будут последующие действия по приезду в Республику Узбекистан, что вы планируете работать, в каком направлении работать? Да. Полученные знания не должны оставаться вот именно знаниями. Их надо реализовать. Обязательно по приезду именно в Ташкент мы предоставим наши рекомендации нашему руководству. И исходя из существующего и предложенных своих рекомендаций, постараемся улучшить вот именно качество предоставляемых услуг. И самое главное, необходимо рассмотреть реализацию вот именно проекта по исследованию вот именно пробелов, которые, если они существуют, или улучшение каких-то вот именно недоработок вот именно в области ИКТ, которые будут позволять вот доступ, знания, интерактивные методы и другие какие-то услуги вот именно в рамках вот именно по электронному сельскому хозяйству. Ну, я тоже присоединяюсь, конечно. Это будем рассматривать и будем дорабатывать дополнительные информационные системы в сельском хозяйстве и водном хозяйстве. Или имеющие системы мы будем реконструктировать, да, область. Благодарю вас за столь продуктивную беседу. Я желаю вам плодотворной работы и всех успехов и в работе, и во всех ваших начинаниях. Благодарю вас. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.